Такого странного заселения в гостиницу в моей жизни еще не было. Если честно, напоминает фильм ужасов. Смотрите. На самом деле это сказочный средневековый город, главным символом которого является пряник. И гуляя по его улицам, понимаешь, почему он считается жемчужиной готики. Помимо туристической части, здесь находятся мало кому известные руины разрушенного замка, а также здесь есть весьма интересный район, о котором совершенно не знают туристы. В Польше есть город, где каждая башня, каждый дом и каждая улица будто сошли со страниц Средневековья. Дорогие друзья, мы находимся в Торуне, старинном городе на берегу Вислы, той самой реки, что веками соединяла польские земли и города. Торунь знаменит не только своей архитектурой. Именно здесь, в этом городе, родился Николай Коперник, один из величайших астрономов мира. Человек, который остановил Солнце и сдвинул Землю. Итак, пойдемте вместе со мной. Сегодня нас ждет знакомство с красивым средневековым готическим городом Торунь. Я иду по Торуне, и это один из старейших и красивейших городов Польши. В отличие от Варшавы, где я был вчера, или Гданьска, который я посещу чуть позднее, Торунь, он не был разрушен во время Второй мировой войны. И благодаря этому в городе сохранились почти все здания и вся вот эта средневековая архитектура. Старый город Торунь занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И гуляя по его улицам, понимаешь, почему он считается жемчужиной готики. Побывав накануне в чудесной Варшаве, вечером я сел на автобус и отправился в Торунь. За окном почти полная темнота, и лишь редкие фонари проносятся вдоль дороги. Поздно вечером я приехал в Торунь и сразу направился к месту проживания. Какой проклятый старый дом. Пахнет древесиной. С ума сойти, мне сказали идти по первому этажу. В эту тьму. Если честно, напоминает фильм ужасов. Смотрите. Обшарпанные стены. Увага! Внимание, здесь убили человека. И, пожалуйста, будьте аккуратнее. Ну, это, конечно, шутка. Так. И что, мне туда идти? Написано, идите по первому этажу до 10-й квартиры прямо. О! Такое чувство, что здесь пытали людей. Но это, конечно, от голубей сделана защита, но тем не менее. Что дальше делать? Куда? Сюда? Сюда, сюда. Сказали идти прямо. Пойдемте прямо. О-о. Здесь живут привидения. О. А дальше что делать? Тут нет квартир. Надо подняться наверх. О, вот она. Так, отсюда нужно забрать ключик. Так. Вот он ключик. Закрываем эту сделаем душку и открываем дверь. О, все, открылось. Ну что, посмотрим. Так. Ух ты. Посмотрите, как здорово. Такой страшный вход. Такая красивая квартира. Круто находиться в таком месте. Квартира довольно современная, я вижу. Телевизор, кроватка, вентилятор, кресло, Wi-Fi. Шикарнейшая кухня, микроволновка, холодильник, душ, туалет, все в номере. Мне здесь нравится. Мало того, что шикарный номер, так зашел в кафе, который рядом, а оказалось, что это не кафе, а продуктовый магазин, супермаркет маленький. Это вообще круто. Это значит, что можно купить что-то вкусненькое, подогреть в микроволновке и нормально поесть. Ну, наконец-то, не зря я ждал целый день, чтобы вот сейчас оттянуться по еде. Давайте посмотрим, что здесь вообще продается, и выберем что-нибудь вкусненькое. Вот картошка с котлетой, всякие макарушки, суши есть, блинчики, салаты, ну, разумеется, фрукты, вкусные мороженки. 4 злотых польских – это примерно 1 евро. Так что можно понимать, какие тут цены. Вот эти вот, например, належники с яблоками, блинчики с яблоками стоят 2 евро. Сосиски. Интересно, как сосиски по-польски. Кефир. Вот это, наверное, все-таки возьму. Впрочем, то, что я возьму, я покажу уже дома. Окей? Ну что, сейчас я вам покажу, что я купил. Кефир, купил спрайт, мороженое со вкусом... Ой, мамочки. Мороженое со вкусом клубники и йогурта. Оладушки с яблоками.
Не буду произносить «к», потому что не уверен, что я правильно произнесу. Но это оладьи с яблоком, со вкусом конопли, Клоно. Не поймешь, что написано, но ничего. А, еще купил чай. Гости Торуня во время визита в этот прелестный средневековый город ограничиваются, как правило, лишь старым городом. Но я первым делом перейду по мосту на противоположный берег Вислы, чтобы увидеть настоящую жемчужину древности – руины замка Тевтонского ордена, крепости, некогда охранявшей местные земли. Здесь, в этих стенах, происходили важные события для польского народа. Прошли века, и замок потерял свое значение, но во время наполеоновских войн в начале 19 века эти руины снова ожили. Здесь, среди этих обвалившихся стен, укрывались французские солдаты, около 40 солдат, которые пытались удержаться под натиском российских войск, которые наступали в тот момент на Торунь. Ну а сегодня здесь тихо, от крепости остались лишь стены и фрагменты башен. Но если прислушаться, кажется, что ветер еще несет отголоски тех времен. Сначала рыцарских битв, а потом пушек и выстрелов 19 века. Есть еще одно потрясающее место в Торуне, о котором туристы совершенно не знают, и мы его, разумеется, сейчас посетим. Это спокойный, меланхоличный район старинных особняков и тихих аллей, прибыв в который, будто переносишься лет на 70 назад. Пожалуй, еще живы несколько пожилых торунчан, заставших этот престижный район в его самую золотую эпоху. Когда я сюда пришел, начал капать небольшой дождь. Ну вот, пошел дождик, но, если честно, для того места, где я сейчас нахожусь, это даже к лучшему. Я в Бытгышском предместье. Само по себе немного меланхоличное такое место, где дождь кажется частью пейзажа. Здесь все тихое, глубокое, виллы, чуть облупленные фасады, деревянные двери, узорчатые и балконы, каштаны могут хрустеть под ногами, и такая непередаваемая атмосфера. Кстати, почему Бытгышское предместье? Бытгыш — это такой город в Польше, и как раз эта дорога ведет в этот город. А предместье, как мы знаем, это пригород основного города. Главная улица на Бытгышского предместья — улица Адама Мишкевича. Именно на ней расположены самые основные здания, основные интересные дома, но и другие улицы. На них тоже много чего интересного. Очень много старинных домов. И, конечно, здесь смешение такое разных стилей. Здесь есть и эклектика, здесь много модерна, также есть неоготика, очень много других стилей, названия которых я не всегда даже знаю. И интересно, что со многими из этих зданий у местных жителей связаны теплые воспоминания. Я хочу как раз зачитать для вас выдержки из интернета с воспоминаниями местных старожилов. Они своими словами, своими, можно сказать, устами поведают нам, что для них дорого в этом красивом, интересном районе. Когда весной раскрываются каштаны, улица превращается в зеленый туннель. В детстве мы собирали эти блестящие каштаны, складывали в карманы и считали, у кого больше. Для нас это было настоящее богатство. На углу улицы стоял маленький магазин, где пахло дрожжами и свежим хлебом. Рядом было кафе, и туда мы ходили за лимонадом в стеклянных бутылках. Это был вкус праздника, даже когда стоял обычный дождливый день. Вилла Ирена среди сосен казалась настоящим дворцом. Мы заглядывали за забор и представляли, что внутри живут артисты или путешественники. Сад был полон жасмина и сирени, а вечером окна светились теплым светом. Этот дом назывался Зофиевка. Поговаривали, что здесь жили писатели и художники. Для нас, детей, это было место тайны. Старое крыльцо, скрипучие ступени и ощущение, что стены что-то помнят. Летом в парке устраивали концерты. Мы сидели на траве и слушали духовой оркестр. Звуки музыки смешивались с шелестом листвы, и казалось, что весь парк танцует. Я в восторге от этого района, от Бытгышского предместья. Я считаю, что это обязательное место, которое нужно посетить. Тем более, что оно, как мы видим, недалеко от старого города. Пора пришла познакомиться ближе с основной частью Торуня, с его великолепным готическим старым городом. Я вышел на улицу, где расположены апартаменты, в которых у меня сегодня был ночлег.
Квартира, в которой я остановился, находится буквально напротив места, где напрямую чувствуешь дыхание истории. И это дом, где родился один из величайших астрономов мира Николай Коперник. Считается, что это произошло в 1473 году, и именно здесь, в этом старом доме, началась история человека, который изменил наше представление о всей Вселенной. А сейчас давайте пройдемся по нескольким местам города, которые связаны с Николаем Коперником, и посмотрим, наверное, пожалуй, на самое главное. Перед нами памятник знаменитому астроному Николаю Копернику, который стоит в самом сердце Торуни. Это человек, который прославил данный польский город на весь мир. Николай Коперник родился в 1473 году в Торуне и стал одним из величайших астрономов в истории человечества. Он доказал, что Солнце и Земля находятся в центре Солнечной системы. Также в Торуне имеется университет, носящий имя почетного астронома. И знаете что? Это очень красивое здание. Помимо этого, в городе есть еще одно наследие Николая Коперника – планетарий, расположенный в здании бывшего газохранилища. Памятник Копернику стоит на главной площади Торуни, на Староместской рыночной площади, которая еще с 13 века, с основания города, служила главным торговым местом города. И давайте с вами посмотрим на здания, на интересные места, которыми окружена эта знаменитая площадь. Рыночную площадь окружают старинные дома с богато украшенными фасадами. Именно они создают тот самый средневековый облик старого города. Среди них выделяется церковь Святого Духа XVIII века в стиле барокко. Ну и сейчас я подошел к самому интересному зданию, к ратуше в Торуне. Старое готическое сооружение, возведенное еще в 13 веке, как и весь город, и ставшее символом этого города. Согласно легенде, ратуша была спроектирована как гигантский календарь. Обратите внимание, 4 башни по углам символизируют 4 сезона года, а 12 больших залов – это 12 месяцев. 52 комнаты, которые внутри здания – это недели в году, их такое количество как раз, а 365 окон по числу дней в году. И знаете, что интересная деталь такая? Говорят, что даже для високосного года было предусмотрено дополнительное окно, которое в этот год открывали, а потом снова на 3 года закрывали. И хотя исторические, так скажем, источники не подтверждают существование такого окна, эта легенда придает зданию особую атмосферу. Ну а сегодня в здании ратуши расположен музей города Торунь. На Староместской площади есть еще один памятник Флесаку с лягушками. Это настоящая жемчужина старой Торуни. Но кто же такой этот Флесак? Флесак – это музыкант, мастер игры на скрипке, человек, который заражал своей музыкой, своим искусством. И именно этот талантливый человек, музыкант, в далеком прошлом спас город Торунь от нашествия лягушек. И с той самой поры на площади стоит памятник, где Флесак играет на своей скрипке, а бронзовые лягушки в это время, словно такая терпеливая и дружелюбная аудитория с воодушевлением смотрит на него. А, кстати, напротив есть памятник ослу. Давайте на него посмотрим. Если вы гуляете по старому городу Торуня и вдруг встречаете вот такого вот осла, то это не случайно. Это не просто осел, а знаменитый памятник ослу в Торуне. Городские легенды утверждают, что этот осел умеет слушать туристов, хотя он ничего и не говорит. И этот памятник ослу установлен здесь не случайно. Он показывает терпение, стойкость и умение спокойно переносить любые трудности. И вот торунчане, жители Торуни, очень гордятся этим качеством и считают, что это главная их особенность и достижение. Посмотрите, какая прелесть! Это бронзовый памятник собачке по имени Филиус. И такой символ дружбы, символ приветливости. Это герой комиксов, которые во второй половине 20 века выходили здесь, в Польше. И был такой пожилой профессор, и у него была вот эта собачка Филиус, которая верно ему служила. И жители города решили в благодарность поставить памятник этой собачке. И теперь он является одной из главных достопримечательностей этого города. И, по-моему, даже самая интересная его достопримечательность. Старый город Торунь небольшой, возможно, именно поэтому он оставляет после себя чувство завершенности. Как будто ты не просто побывал здесь, а прожил маленькую историю. И именно за такие моменты мы и любим путешествия.
Если старый город Торуни– это открытка, то новое место или новый город– его более спокойный и местный характер. Этот район появился чуть позже старого города, и в нем жили ремесленники, торговцы и, так сказать, менее почетные горожане. В новом городе также есть своя рыночная площадь. Она меньше и тише, чем главная площадь старого города, но зато здесь чувствуется более размеренный ритм жизни. Новый город славится своими соборами. Прежде всего, это церковь Святого Якуба, мощный готический собор из красного кирпича, один из самых впечатляющих в городе. Рядом можно увидеть и другие исторические костелы, каждый со своей атмосферой и историей. На одном из перекрестков стоят красивые уличные часы, небольшая, но очень элегантная деталь города, мимо которой сложно пройти. А совсем рядом еще одни руины Тевтонского замка, напоминание о средневековом прошлом Торуни. По соседству с ними сегодня расположен театр, и это удивительный контраст – древние стены, а за ними современная культурная жизнь. По городу разбросано множество магазинов, в которых продаются вкусные торунские пряники. Торунские пряники – это не просто сладость, а настоящий символ города. Их здесь пекут уже 700 лет, и когда-то они считались дорогим подарком, который везли королям и прочей знати. Они и сегодня главный сувенир, который привозят путешественники из Торуни. В Польше даже есть древняя поговорка «Варто поехать до Кракова по панне, а до Торуня по пьерники». То есть в Краков можно доехать за красавицей, а в Торунь за пряниками. Смотрите, позади меня остатки старой крепостной стены Торуня. Эта стена когда-то окружала город и оберегала его от врагов. Сейчас можно прогуляться вдоль этих крепостных стен и представить, что это один из стражников, который вот на подобной башенке сидит, охраняет город, высматривает там, нет ли врага где-то на горизонте завислой. И каждый кирпичик здесь хранит свою тайну и историю. В общем, это отличное место, чтобы прочувствовать средневековый дух Торуня. Вдоль городской стены Торуня есть несколько башен интересных, но самое все же интересное из них и привлекательная вот эта башня, заметьте, кривая башня, они так ее и называют. Кривая башня, ну или можно назвать Пизанской башней Торуня, из-за ее как раз наклона. И почему она кривая? Ну, история говорит о том, что во время строительства фундамент, на котором стояла башня, он слегка просел, и башня решила слегка наклониться. Получилось довольно-таки забавно. Кривая башня — это не просто архитектурная забавность, а настоящая жемчужина старого Торуня. Местные говорят, если ты не сделал фото с этой башни, значит, ты в Торуне не был. Наступил вечер. Улицы Торуни стали тише, свет фонарей подчеркивает старую архитектуру, а знакомые места начинают выглядеть совершенно по-иному. В такие моменты хочется неспешно идти и просто наслаждаться приятной атмосферой. Безусловно, я не мог не прогуляться по вечернему Торуни и не полюбоваться всей этой неземной красотой. А вообще все эти средневековые города, вот в сумерках, они в этот момент выглядят особенно романтично. Прогулка в это время становится незабываемым моментом путешествий по этому городу. Кстати, дорогие друзья, какой город вам больше понравился? Варшава, столица, или вот этот маленький уютненький Торунь? Напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Будет очень приятно услышать ваше мнение. Пишите, пожалуйста. Вечерняя Торунь – это прекрасный финал сегодняшнего сказочного дня. Ну что, дорогие, это был второй день пребывания в Польше. Он закончился, и нас ждет завтра третий день. Неизвестные городки Польши, о которых вы, скорее всего, даже не слышали. Так что я вас приглашаю не пропустить следующую серию, день третий. А сейчас хочу сказать вам до свидания. Доброй ночи, как говорят поляки. И, конечно, дальнейшие видео на моем канале. Они, конечно, будут интересными, и я вас всех приглашаю их смотреть. Так что до новых встреч, друзья. И я ухожу, потому что меня сейчас собьет машина. Это был замечательный день в прекрасном Торуни. Пока.